Reloop S Podcaster Go — это небольшой микрофон с встроенным в него же аудиоинтерфейсом. Сегодня о нем поговорим и, конечно же, послушаем на живых примерах. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим на тему про аудио. S-Podcaster Go — это небольшое, я бы даже сказал, миниатюрное решение, которое можно расположить у себя на рабочем столе. Да, в комплекте идет небольшая стойка в виде такой железной рамы, которая вкручивается в сам микрофон, но тут есть резьба под стандартную стойку для микрофонов, так что если у вас есть какая-то своя стойка, какая-нибудь своя тренога, допустим, которую вы хотите использовать, ее можно будет использовать вместе с этим микрофоном. Что очень интересно, это устройство в себе сочетает сразу два устройства. Это и микрофон, и внешний аудиоинтерфейс. То есть его вы можете подключить по USB-проводу, вам не нужна дополнительная звуковая карта, и, признаться честно, при всем желании вы не сможете это устройство подключить к звуковой карте, потому что здесь нет XLR разъемов, например. И уже по одному USB-проводу работать. Все необходимое питание микрофон получает по тому же самому USB-проводу. Кстати, это микро-USB, для нового устройства достаточно странно видеть микро-USB, все-таки хочется уже на всех подобных устройствах наблюдать Type-C разъем. Как все это дело у нас управляется? На корпусе мы имеем несколько кнопок. Это mute, с помощью которого мы можем в любой момент перекрыть звук, который у нас поступает на микрофон. Это и две стрелки, которые регулируют громкость на компьютере. То есть это громкость воспроизведения, это тот звук, который у нас пойдет на 3,5 разъем сзади микрофона. К нему можно подключить и мониторы громкие, к нему можно подключить и наушники, и, наверное, все-таки для наушников в первую очередь этот разъем и создавался. Как регулировать усиление микрофона, как регулировать громкость микрофона, громкость вашего голоса, который вы будете записывать или посылать куда-то на трансляцию, это все делается уже через Windows. Да, не совсем удобно, нам придется открывать с вами специальную панель ползунком, например, как в десятке, регулировать туда-сюда и, соответственно, настраивать громкость нашего голоса. Гораздо удобнее было бы иметь все-таки ручку дополнительную на корпусе микрофона, но, к сожалению, здесь ее не предусмотрели. Поговорим немножко о том, что идет в комплекте. Сам микрофон, небольшая настольная стойка. Также есть совсем такой небольшой, приятный на ощупь чехол, с помощью которого мы можем бережно транспортировать или, по крайней мере, хранить, защищать от пыли этот микрофон. И USB-провод, с одной стороны Type-A для подключения к компьютеру, с другой стороны micro-USB. Мы пользуемся нашим студийным проводом, чтобы лишний раз комплектные провода не ворошить. По характеристикам пройдемся от 50 Гц до 18 кГц. В принципе, это характеристика, которая захватывает всю необходимую информацию голоса и может даже передавать голос более красиво, так мы это назовем. Но опять же, стоит учитывать, что это микрофон сугубо для каких-то речевых вещей. Он не инструментальный, и я бы, наверное, даже его не назвал вокальным, потому что, звучит он своеобразно. Для голосовых чатов пойдет, для зума пойдет, для скайпа пойдет, для вокала, возможно, не факт. Уровень максимального звукового давления у этого микрофона составляет до 115 дБ. Думаю, вам будет проблемно достичь этого самого звукового давления своим голосом. Наверное, вам нужно быть вплотную к микрофону, что конструкцией не предусмотрено, потому что микрофон у нас располагается на родной стойке на столе. Между вами и микрофоном всегда будет какое-то расстояние, но, опять же, штатно мы рекомендуем вам это расстояние держать минимальным, чтобы микрофон как можно меньше в себя постороннего шума насасывал. Что касается постороннего шума, то здесь мы имеем кардиоидную направленность, то есть микрофон у нас захватывает звук только спереди. Сзади он его не захватывает. Давайте я попробую это продемонстрировать. Я просто его расположу вот так и продолжу говорить с вами. Давайте я поверну микрофон полностью на вас. И в таком положении тоже немножко поговорю. Как слышите, звук меняется, он становится более глухим. Это значит, что мой голос лежит вне направленности. И когда я вернусь обратно,
Микрофон снова захватывает мой голос, потому что он стоит именно так, как он и должен располагаться по отношению к говорящему человеку. Посмотрим, что у нас с драйверами. К счастью, микрофон распознается ASIO Fall драйверами. 2 канала на вход, 2 канала на выход. Но, опять же, 1 канал на вход, потому что микрофон у нас в моно. Это не стереомикрофон. 2 канала на выход. Мы можем подключить наушники к разъему для наушников. Ну, или громкие мониторы, как мы уже с вами говорили, активные. И что-нибудь послушать. Это же касается и звуков из Windows. Есть каналы на вход, есть каналы на выход. Они распознаются. Плюс те же самые каналы мы с вами, естественно, будем использовать либо в OBS, либо в Discord, в любой другой программе, потому что там они, так же, как и в Windows, этот микрофон, он будет распознаваться и будет подписан точно так же. Весь сегодняшний ролик по звуку мы писали с помощью этого микрофона, использовали 75, нет, не децибел, а процентов от общей громкости от 100% этого микрофона, то есть у нас был запас по усилению дополнительный, что здорово. Писали все в качестве 16 бит на 48 кГц, потому что это максимальное значение, которое выдает сегодняшний микрофон, и что достаточно интересно, если вы посмотрите на руководство, то там будет указано, что все-таки производитель рекомендует нам записываться в 16 бит на 44,1. 48 почему-то для записи не рекомендуется. Интересно, почему, не в стабильности ли вопрос. Но, опять же, на протяжении всего сегодняшнего ролика каких-то проблем у нас не возникло, даже учитывая, что мы перемещали микрофон на столе, контакт при этом не прерывался, что очень и очень здорово. Ну, опять же, хочется отметить еще раз, что лично мое мнение, это микрофон не совсем для вокала. Это точно не инструментальный микрофон. Да, гитару вы на него можете записать, но по большей части он предназначается именно для разговорного голоса. Какие-то разговорные стримы, зум-конференции, Discord, Skype и так далее. Возможно, запись вашего голоса, но, опять же, наверное, все-таки больше не дикторского. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер так активно поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но пробирает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю. И соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. В любом случае, что вы думаете по поводу этого микрофона? Вы послушали весь сегодняшний ролик. Вы узнали об этом микрофоне так же, как и я узнал о нем. Напишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно его почитать. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами говорим про аудио. Напоминаю, что вы можете подписаться, если наш контент вам нравится, поддержать нас лайком. И, естественно, напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы можете видеть у себя на экранах. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Итак. Там где-то была юность моя. Моя. Ну, дубль была. Какой микрофон, такая и юность. Что, не будем переписывать? Оставим. Не, ну экранчик у меня бешено, например, идет звук.